Давайте начнем с честного признания. Подавляющее большинство древних гробниц хотя бы раз подвергалось разграблению. Какими бы нелегкими ни были мифы о проклятиях, большинство мумий подвергалось вскрытию, будь то из любопытства, корыстных побуждений или ради науки. Но есть одна мумифия, которая долгое время оставалась неразгаданной и, пожалуй, по сей день удерживает вокруг себя ореол тайны. Ее называют по-разному — башири, пачери, неприкасаемая. Точное название и происхождение варьируются в источниках. Эта мумия оказалась настолько загадочной, что даже лучшие реставраторы и археологи избегают ее разворачивать дословно. Риски сделать непоправимое слишком велики. В этой статье мы приведем материал в читабельный формат. Разберемся, что известно и что спорно о мумио-башири. Расскажем о контрастном опыте открытия гробницы Тутанхамона, о методах изучения мумий вчера и сегодня, а также обсудим этическую и практическую дилемму. Разворачивать ли древних усопших ради знания? Имя, которое возникает первым в любой разговор о королевских гробницах XX века, Говард Картер. Ховард Картер. Его громкая победа — открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году — хорошо известно. Но в некоторых источниках упоминается, что до этого, около 1919 года, Картер якобы нашел еще одну мумию, ту самую, которую в разных публикациях называют башири или пачери. Эти упоминания фрагментарны и часто основаны на старых заметках, устных пересказах и неполных археологических отчетах. Надежной, однозначной документальной фиксации мумий башири в академической литературе немного. Поэтому о ней следует говорить осторожно, как о случае с множеством не вполне подтвердившихся находок, где история переплетается с легендой. Еще одно имя — Гастон Масперо. Гастон Масперо. Знаменитый французский египтолог конца XIX – начала XX века. Его подход к раскопкам и сохранению артефактов иногда отличался от позднейших практик. В отдельных случаях именно Масперо или его современники предпочитали оставить хорошо сохранившиеся останки в покое, нежели подвергать их опасным процедурам. Такие решения, как правило, были продиктованы прагматизмом. Отсутствие надежных технологий для аккуратного извлечения и консервации означало риск уничтожить находку в процессе. Одно из золотых правил музейной и реставрационной практики звучит просто. Если вы не уверены, что сможете сохранить древний объект в неизменном виде или улучшить его условия, не трогайте его. В этом лежит мораль многих решений о неприкасаемости находок. Причины простые и практичные. Некоторые органические материалы сохраняются только в тех условиях, в которых были захоронены. Любые попытки их перемещения или изменения микроклимата, температуры влажности могут запустить процессы гниения, окисления и химического разрушения. Старые покровы, смолы и вклейки иногда выполняют структурную роль. Они связывают слои бинтов, удерживают артефакты в фиксированных положениях. Удаление таких связующих веществ может привести к дезинтеграции. Принцип «не навреди» особенно важен, когда мы имеем дело с уникальными артефактами, которые невозможно реплицировать. Один неверный шаг, и мы можем навсегда потерять информацию. Вплоть до второй половины XX века археологи и антропологи часто разворачивали мумии для изучения. Это делалось ради анатомических исследований, ради поиска амулетов и надписей. Результаты были двоякими. С одной стороны, получали ценную информацию, с другой — навсегда повреждали уникальные погребальные композиции. Сегодня, благодаря неинвазивным методам — рентген, КТ, эндоскопия, спектроскопия — подходы радикально изменились.
И это одна из причин, по которой многие коллекции усилили осторожность при обращении с неприкосновенными мумиями. Ниже — синтез того, что содержится в различных публикациях и музейных сообщениях о Муми-Башире. Следует понимать, некоторые формулировки носят предположительный характер и основаны на данных рентгеновских исследований и архивных заметках музеев. Место и время. В ряде материалов утверждается, что Картер обнаружил мумии в районе долины Царей, Луксор, уже до открытия гробницы Тутанхамона. Точные географические координаты и дата спорные. Состояние покровов. Мумия якобы тщательно завернута. Так хитро, что реставраторы опасаются разворачивания из-за риска необратимых повреждений. Тонкая ткань, покрывающая лицо, имеет рисунок, напоминающий пирамиду. Это интересный, но не подтвержденный декоративный элемент. Возраст и антропометрия. Рентгеновское сканирование показало, что останки принадлежат человеку ростом около 167 сантиметров. Датировка — примерно 2300 лет назад. Приблизительно эпоха позднего Нового Царства, позднего периода, в зависимости от методики датировки. Идентификация. На рентгенограммах обнаружена надпись с именем, но прочесть ее точно не удается. Разные источники читают то Пачери, то Нено, что только усиливает интригу. Саркофаг и иконография. Саркофаг украшен стандартным для египетской фьюнерари-сценографии изображением. Усопший лежит на ложе в окружении богини Сиды и Нефтиды. Присутствуют 4 сына Гора, защитники внутренних органов, и изображение Анубиса у ног. Артефакты внутри. Рентген показал наличие амулетов у шеи, на правой руке и лбу. Типичные погребальные аксессуары для высших слоев общества. Также КТ-рентген выявил признаки проблем с зубами и артрита коленей. Точная возрастная оценка остается неясной, но речь идет о пожилом человеке. Социальный статус. По косвенным свидетельствам, архитектура гробницы, декоративность саркофага, амулеты предполагают, что умершая принадлежала к религиозной или знати. В некоторых нотатках ее называют женою верховного жреца, а также упоминают родственно-брачные связи, например, сестра и жена Пинуджема II, Пинуджем II. Такие внутрисемейные браки действительно были известны в египетской элите для сохранения чистоты родословной, и упоминание этого факта стоит рассматривать как часть культурного контекста, а не как экзотическое исключение. Важно, все эти пункты — сводка сообщений и результатов неинвазивных исследований, а не прямое подтверждение того, что внутрь саркофага пытались извлечь содержимое. Главная интрига именно в том, что мумию до сих пор не разворачивали в классическом смысле. Рассмотрим технические проблемы на примере хорошо документированного и знаменитого случая вскрытия гробницы Тутанхамона и извлечения его мумии в 1925 году. Опыт этой операции — урок осторожности. Проблема масел и смол. Внутри гробов иногда находились различные масла и смолы, нанесенные при бальзамировании или в результате похоронных процедур. Масла могли проникнуть в бинтовые слои и вызвать длительные химические реакции — окисление, карбонизацию, почернение и даже самовозгорание органических волокон при длительном контакте с химически активными компонентами. В случае Тутанхамона присутствие темной маслянистой массы привело к почернению бинтов и возникновению липких отложений, скрепивших мумии с гробом. Влага и микроклимат. Закрытый гроб — это замкнутая система, где поддерживается своя влажность. Открытие нарушает баланс и инициирует биологические и химические процессы. Даже резкое снижение влажности может привести к растрескиванию органики, хрупкости тканей и шелушению декоративных элементов. Смолы как клей.
смолы намертво приклеивали бинты и артефакты к внутренней поверхности саркофага. Механическое отделение без повреждений в ряде случаев оказалось невозможным. В описанном случае с Тутанхамоном исследователям пришлось разрезать торс, отделять конечности, применять парафин и даже горячие ножи, методы, которые сегодня были бы неприемлемы. Физическая хрупкость. С течением времени тканые бинты и органические вложения становятся пассивными и крошатся при малейшей манипуляции. Микроскопические трещины ведут к постепенной потере структурной целостности. Таким образом, разворачивание — это не просто удаление бинтов и снятие маски. Это рисковать безвозвратно утратить не только анатомические, но и культурные и художественные данные. Операция по извлечению мумии Тутанхамона стала ключевым учебным эпизодом для археологии XX века, показав границы того, что было возможно в 1920-х годах и какие ошибки были допущены в условиях недостатка технологий. Внутренние гробы Тутанхамона были вложены друг в друга. Наружные и средние гробы были тяжелыми и скреплены. Работы по извлечению внутреннего гроба и мумии проходили в 1925 году. Мумию обнаружили внутри золотого саркофага, обернутую в красную ткань. Мумия выглядела черной из-за большого количества масел, проникших в бинты. Картер писал о 2 ведрах масел, нанесенных во время бальзамирования, или как часть похоронных процедур. Эти масла создали влажную среду и запустили химические реакции, которые в итоге прикипели бинты к дну гроба и привели к карбонизации ткани. Для извлечения тела исследователям пришлось применять радикальные методы: разрезать торс в области бедер, отделять конечности, укреплять части парафином, применять горячие ножи для отделения головы от маски. Все это привело к сильному повреждению мумии. Хотя при извлечении документировали находки скрупулезно, вопрос, стоит ли было вынуть, остается предметом дебатов и до сих пор вызывает споры в профессиональном сообществе. Сегодня, при наличии КТ и других методов, многие вмешательства такого рода считаются слишком рискованными. Однако в 20-е годы возможности были ограничены, и баланс между получением знаний и сохранением артефакта выглядел иначе. К счастью, современные методы позволяют получать огромное количество информации, не прибегая к инвазивным вмешательствам. Основные из них — рентгенография, X-ray. Дает представление о внутренних структурах, положении амулетов, металлических предметов, костных особенностях. Недорогой и эффективный метод первичного осмотра. Компьютерная томография, КТ. Создает трехмерную модель внутренних структур, позволяет обследовать кости, мягкие ткани и предметы внутри бинтов с высокой детализацией. Наиболее информативный, неинвазивный метод. Магнитно-резонансная томография, МРТ. Обычно менее применима для сильно деградировавших органических материалов и при наличии металлических амулетов, но в некоторых ситуациях помогает. Эндоскопия. Микроразрез канюля. Иногда специалисты делают очень тонкий прокол и вводят микрокамеру, чтобы заглянуть внутрь отдельных участков без полного разворачивания. Спектроскопические методы, FTIR, Raman, позволяют анализировать химический состав смол, красок, волокон и т.д., не разрушая образец. 3D-сканирование и фотограмметрия. Визуализируют внешний рельеф, позволяют моделировать реставрационные решения и хранить цифровую копию перед любыми манипуляциями. Эти методы радикально изменили подход. Теперь большинство исследовательских программ строится вокруг принципа «сначала неинвазивная диагностика, затем очень взвешенное вмешательство». Вопрос извлечения и изучения мумий не только технический, но и этический. Некоторые аспекты. Уважение к покою умерших. Многие современные исследователи учитывают культурные и религиозные нормы, мнения египетских властей и сообществ потомков. Публикационные и музейные практики.
Нужна прозрачность. Почему и для чего проводится вмешательство, как будут сохраняться результаты и где будет храниться находка. Баланс знаний и сохранности. Научный интерес силен, но он не должен оправдывать неосторожное разрушение уникальных артефактов. Возвращение результатов обществу. Полученные данные должны быть доступны публике и египетским учреждениям, а не оставаться узкой профессиональной тайной. Обе истории — не просто истории о мумиях, это примеры того, как меняются археологические практики и общественное восприятие. Тутанхамон — случай, когда ради получения знаний и экспозиции специалисты того времени пошли на инвазивные методы, которые навсегда изменили вид мумии. Это привело к сильным научным открытиям, но и к сожалениям о потере аутентичных слоев. Башири — пример другого подхода — осторожность и нежелание рисковать. Здесь предпочитают хранить информацию и ждать, когда технологии позволят безопасно извлечь данные, или пока не возникнет необходимость вмешательства. Такой подход может казаться бы упущенной возможностью, но он минимизирует риск безвозвратной утраты. Нет однозначного ответа, что правильно. Каждая ситуация уникальна, и решение принимается с учетом состояния находки, доступных технологий, культурного контекста и мнения экспертов. Если бы приняли решение о полном разворачивании саркофага и расстегивании бинтов по старинке, потенциальные цели были бы такими: чтение надписей, которые не просматриваются на рентгенограммах, осмотр амулетов и предметов, которые видны, но не точно идентифицированы по КТ, прямая анатомическая оценка, патологии, причины смерти, при условии, что это возможно, возраст, пол, признаки заболеваний, получение образцов тканей для радиоуглеродного анализа, ДНК-исследований и спектроскопии, хотя многие методов и так можно применить без полного разворачивания. Но цена за это — риск повреждения артефактов, утраты культурного контекста и возможное разрушение органики. Поэтому большинство современных проектов выбирают путь постепенных шагов. Углубленные неинвазивные исследования, цифровая документация, анализ химических составов, а затем-то только при острой необходимости, ограниченные и тщательно запланированные вмешательства. История мумий Башири — пример того, как археология балансирует между желанием понять прошлое и ответственностью перед будущим. С одной стороны, нам хочется знать больше, чье это имя на бинтах, какие амулеты лежат у шеи, какие были болезни и социальный статус. С другой, мы не вправе разрушать уникальные объекты ради любопытства. Современная парадигма ясна. Сначала современная диагностика, цифровая документация и консервация, затем взвешенные решения с учетом научной ценности и рисков. Если сомнение остается, оно склоняется в сторону сохранения. Так, мумий Башири и ей подобные находки становятся символом терпения науки. Иногда молчание и нетронутость дают больше информации, чем поспешное вмешательство, и дают возможность будущим поколениям исследовать объект уже с более совершенными технологиями. А вы как считаете? Разворачивать ради знания или хранить в покое ради сохранности? Напишите свое мнение. Дискуссия по таким вопросам всегда важна.